Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» И я Оля. Я рада приветствовать всех новичков своего канала, а также всех подписчиков своего канала. Девчат, спасибо вам огромное за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши отзывы. Настолько безумно приятно читать, вы себе не представляете. Я очень рада, что у меня есть постоянные подписчики, которые следят, комментируют. И очень спасибо вам за ваши именно подсказки и комментарии. Итак, те, кто еще не подписался, обязательно это сделайте, потому что впереди много интересного. И нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда выйдет новое видео. Хорошо? Итак, я сегодня к вам с новым узором. Думала, с каких ниточек связать этот узор. Я считаю, что именно из таких вот тоненьких он будет смотреться шикарно. Это Alize Angora Gold Seamly. У меня уже есть на канале узорчик из данных ниточек. Тут, получается, у нас в составе входит мохер, шерсть и металлик. Поэтому, видите, она немножко так вот блестит. Итак, данный моточек, конечно, большой, но это уже остаточки моточка. В 100 граммах 500 метров. И нам рекомендует производитель брать от 2 до 4 миллиметров крючок. Я беру 3 миллиметра. Я данные ниточки взяла с этим размером крючка, и очень классно получилось. Ну что, свяжем? Итак, кто смотрел мои видео, уже знает, да? Если вы вдруг не смотрели, посмотрите обязательно. Очень много интересных узоров. И вы уже наверняка знаете, что я делаю небольшие образцы в районе 30 петель. Ну, бывают исключения 29, 57, да, что такое было. Сегодня мы с вами набираем 37 воздушных петелек. Угу. Итак, как всегда, фиксирующая петелька, ничего сложного. 37 воздушных петель. Поехали. Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Вот такой у нас будет будущий наш образец. Я надеюсь, что я уложусь, покажу вам весь принцип данного узора. Что делаем дальше? Дальше мы с вами делаем 3 петли подъема. Раз, два, три. И чтобы потом не ошибиться, мы с вами должны будем просчитать 7 петелек от крючка. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И в седьмую мы делаем столбик с накидом. Вы пока повторяйте, потом поймете принцип. Угу. Так. Дальше. Две воздушные, вернее, петельки. Раз, два. И сюда же делаем столбик с накидом еще один. И у нас получается такая вот рогаточка. Угу. Дальше что мы делаем? Одна воздушная петелька. В цепочке пропускаем 2 петельки. Раз, два. И в третью мы делаем, смотрите, вот такую вот бубочку, шишечку. Потянули. Раз. Не провязываем. Накид. Сюда же. Потянули. 2. Не провязываем. Накид. Сюда же. Потянули. 3. Не провязываем. Накид. Сюда же. Потянули. 4. Теперь провязываем все, кроме последней вот этой вот петельки. Угу. И когда на крючке остаются 2 петельки, мы их провязываем вместе. Хоп. Теперь 2 воздушные петли. Раз, два. И сюда же мы делаем точно такую же вторую бубочку. Итак, накид. Сюда же. Раз. Потянули, не провязываем. Сюда же. 2. Потянули, не провязываем. Сюда же. 3. Потянули, не провязываем. Сюда же 4. Теперь мы все вместе провязываем, но не до конца. Оставляем одну петельку. У нас получается 2 петельки. Теперь их вместе провязываем. Одна воздушная петля. И затем пропускаем, смотрим внимательно, пропускаем 2 петельки цепочки. Раз, два. И в третью петельку вяжем рогатку. Обычную. Столбик с накидом. 2 воздушные петельки. И сюда же столбик с накидом. Одна воздушная петля. Опять внимательно пропускаем 2 петельки цепочки. Раз, два. И в третью вяжем рогатку из пышных столбиков. То есть повторяем опять наши бубочки. Раз, два, 3, 4. Когда сделали 4, провязали все, кроме последней вот этой вот петельки. А потом провязываем 2 петельки вместе. И раз, 2 воздушные петли.
И сюда же опять такая же бубочка. Раз, два, три, 4. Вместе провязали. И когда 2 петельки, их вместе тоже провязали. Одна воздушная петля. Опять аккуратненько считаем. Раз, два, 2 петельки цепочки. И в третью вяжем обычную рогатку. И вот таким вот образом меняем обычную рогатку с рогаткой 2 воздушные петельки. С рогаткой из бубочек, из этих шишечек, пышных столбиков, да, мы так провязываем до конца ряда. Поняли? Итак, обычная рогатка, пышная рогатка, обычная рогатка, пышная рогатка, обычная рогатка, пышная, обычная, пышная и до конца ряда. В конце ряда я вас встречу. Договорились? У вас получится. Давайте. Итак, смотрите, вот пока так получается, вот такая красота. И видите, у нас здесь, получается, были обычная арочка, и потом мы заканчивали воздушными петельками, то есть это были петельки подъема. То же самое происходит и здесь. У нас получается здесь 2 петельки, и в третью мы провязываем обычный столбик. То есть никаких ни арочек, ни дужечек, ни пышных столбиков. Обычный столбик. Раз. И все. Вот, мы закончили наш ряд. Что делаем дальше? 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Поворот. И сразу же вяжем в нашу вот рогатку, столбик с накидом, 2 воздушные петли, столбик с накидом. Дальше 1 воздушная петелька, и далее мы будем повторять полностью весь наш первый ряд. То есть там, где будут пышные рогатки, пышные, там, где будут обычные, обычные, пышные, пышные, обычные, обычные. То есть ничего сложного. Понятно? Раз, два, 3, 4. Провязали вместе 2 петельки, 2 воздушные петли. Дальше сюда же делаем опять пышный столбик. Раз, два, 3, 4. Провязали вместе, потом 2 петельки, 1 воздушная петелька. И делаем обычную рогатку. Столбик с накидом, там, где столбик с накидом. 2 воздушные петли и опять столбик с накидом, там, где столбик... Ой, ниточка запуталась. Там, где столбик с накидом. И так далее до конца ряда. Ну, справитесь же, да? Вообще не сложно. Да? Давайте, гляньте, как блестит красиво. Давайте, встретимся в конце ряда. Так, смотрите, вот опять провязали до конца. Так, вот такая у нас получается красота. И после обычной рогатки мы сразу же делаем без воздушных петелек, сразу делаем столбик с накидом. 3 петли подъема, поворот, и третий ряд мы будем вязать аналогично, то есть рогатка обычная, так, 2 воздушные петельки, сюда столбик с накидом, 1 воздушная петля и сюда пышная рогатка. То есть 3 ряда совершенно идентично одинаковые. Раз, два, 3, 4. Провязали 2 воздушные петли. Опять раз, два, 3, 4. Вместе провязали. Когда 2 петельки остались, вместе их провязали. 1 воздушная петля. И дальше идем уже по узору. Обычная, обычная, пышный, пышный, обычная, обычная, пышный, пышный и до конца ряда. А вот потом уже через, получается, раз, два, 3. Следующий, 4 будет уже немножечко по-другому. Угу. Давайте довязываем вместе до конца и потом встречаемся. Итак, смотрите, мы провязали 3 одинаковых, абсолютно одинаковых ряда. Так, закончили мы рогаточкой обычной и провязываем столбик с накидом вот в эти 3 петельки подъема, которые у нас были. А теперь мы будем вязать прямо противоположно. Объясняю. 3 петельки подъема, раз, два, 3, поворот. И там, где у нас были обычные рогатки, мы будем делать вот такие пушистые. Угу. А где пушистые, там будут обычные. Итак, напоминаю, пушистую. Раз, два, 3, 4. Провязали 2 вместе. Раз, два. И сюда же. Раз, два, 3, 4. Провязали все вместе, 2 петельки, раз, 1 воздушная петелька. А сюда в пушистые будем делать обычную.
раз столбик с накидом, 2 воздушные петли и сюда же 2 столбик с накидом. 1 воздушная петелька и опять сюда начинаем вязать пушистый. Хорошо? Вот таким вот образом, наоборот. И точно так же надо провязать 3 рядочка. Давайте провяжем 3 рядочка, встретимся. Договорились? Давайте. Несложно, согласитесь, да? Так, смотрите, что получается. У вас также получается? Смотрите, обычные рогатки пушистые, обычные пушистые. Тут наоборот пушистые, обычные, пушистые, обычные. То есть следующий ряд, да, получается раз, два, три, раз, два, три. То есть в следующем будем опять повторять первые 3. Да? Ничего сложного, согласитесь. Гляньте, как красиво, да, получается, необычно. Раз, два, три. И назовем-ка мы его, пока вязала, думала. И решила, как вы думаете, я его назвать? Колоски. Ну, похоже ж, согласитесь. Сердечки. А может быть, сердечки. Ладно, пока повяжу, еще подумаю. Итак, следующий ряд у нас получается обычный рогатка, 1 воздушная петля, и дальше опять идет пушистая. Точно так же. Раз, два, 3, 4. Провязали, провязали. 2 воздушные петельки. И сюда же. Раз, 2, 3, 4. Провязали, провязали. 1 воздушная петелька. И опять обычная рогатка. 2 воздушные петельки. Так. Смотрите, давайте сделаем образец немножко чуть повыше, да, чтобы понять. Ну, хотя мы уже все понятно, да? Ну, просто для красоты еще сделаем пару рядочков и посчитаем, что же у нас получается. Договорились? Давайте. Так, девчат, смотрите, что получается. Гляньте, я поменяла фон на черном. Ну, скажите, белый на черном лучше видно, да? Все наши блесточки. Гляньте, какой шикарный получается. Я решила, что это у меня будет лицевая. Почему-то бубочки мне здесь нравятся больше. Не знаю почему. Такое вот желание мастера, да? Итак, смотрите, сколько рядов мы провязали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так. И набирали мы 37 петелек. Ниточка тоненькая, крючок потоньше. Естественно, размеры будут поменьше. 37 петелек это, ну, 19,5 сантиметров. Так. И получается здесь у нас 9 рядов. Ну, это 10 сантиметров. Класс. Согласитесь. Девчата, пишите в комментариях, где вы видите данный узор, в каком изделии. Буду признательна, потому что так давно хотела связать данный узорчик и придумать, куда же его примастерить. Угу. Так, я надеюсь, вам понравилось. Я надеюсь, у вас тоже получилось. Нажимайте лайки. Подписывайтесь, кто этого еще не сделал, потому что на канале будет очень много интересных видео. И нажимайте на колокольчик, чтобы узнать, когда будут эти самые интересные видео. Все, всем до встречи, до новых видео. Пока-пока.